День добрый. Добрый день. На Боровую? Да. Угу. Если можно побыстрее, я немного опаздываю. И если... А если пристегнетесь, да, то мы конечно. быстрее поедем. И если я вам немножечко доплачу... Ничего себе. Вот это уже другое дело. Это поменяло всю концепцию нашей поездки. Ой, спасибо, корень. Неужели? Да, доедем быстро. Отлично. Угу. Куда опаздываете? Не в театр, надеюсь, нет? Да нет, у меня деловая встреча, просто немножко задержалась дома. Деловая встреча – это в наше время просто для женщины уникальное, так скажем, событие. А вы, сами бизнес ведете? У вас бизнес какой-то или вы... Да, у меня агентство недвижимости. Сейчас еду на переговоры. Ага. Думаю, что будет все удачно. Просто видите, я не зря задал этот вопрос. Обычно красивые, привлекательные девушки, у них, скажем так, немножко по-другому устраивается как бы жизненная позиция в плане, что работать не нужно, нужно просто найти человека, который будет помогать жить материально, вот. А мужчина работает, а женщина красивая. Слышали такую, да? Я поняла вас, да. Ну, знаете, а у вас... сейчас время меняется, время пустышек заканчивается немного, да. Я в бизнесе уже давно, практически 11 лет, поэтому насчет красивой спасибо. А вот с мужчинами, да, с мужчинами проблема. А что за проблема? Их нет? Или что? Все ушли куда-то? Да нет, они в принципе как бы есть, но не тот формат. Все хотят такого быстрого, легкого и доступного. Так. В общем, успешных, красивых женщин мужчины боятся. Им проще на один вечер и ни о чем не переживать, а мне так не устраивает. Вот оно что. Ну еще, я так понимаю, вам нужно найти мужчину все-таки, чтобы он был, как в Москве, слезам не верит, по положению, там как-то, может быть, по доходу даже повыше, да, получается? Нет, тут я вас немножечко огорчу. Я никого не ищу, меня должны найти, завоевать. Так. Да. Немножко вот у меня, видите, завышенная планка и много требований. А как сейчас вообще бизнес вести? Я не зря спрашиваю, у меня тоже есть кое-какие там, скажем, я даже не знаю, как коммерческие векторы, направления в сфере такси. У меня таксопарк свой, вот, но это не собственные автомобили, да, это виртуальный таксопарк, мы подключаем водителей, поэтому не то, что я там какой-то супер-пупер олигарх, но дела идут, скажем, да, вперед, а вот у вас в сфере недвижимости как сейчас? Бывают, конечно, периоды не очень, но сейчас прям вот хорошо идет, тем более нынешняя ситуация с курсом доллара. Это прям люди проснулись и поняли, что сейчас нужно, чтобы куда-то деньги вложить. Поэтому телефон немного разрывается. Понятно. А вы не хотите себе что-то приобрести? Может быть, офис? Где вы будете не виртуально, а уже реально. Офис, скажем так, мысли по этому поводу есть, но я больше смотрю, я не знаю, вы только коммерческой недвижимостью занимаетесь или, скажем так, бытовой, жилой? Я в сторону дома смотрю. Дом загородный, это хорошо. Вот у меня сейчас как раз будет встреча по загородному дому. Да? Да, люди немного устают от суеты городской, хотят субботу и воскресенье проводить за городом. Поэтому, да, это востребовано. И тем более, вы знаете, как на ковиде мы посидели, да? Все уехали куда? На даче, за город, да? У кого была возможность, а у меня такой возможности не было. И сейчас, заглядывая в будущее и перспективы наличия разнообразных вирусов и других проблем, то мне, конечно, тоже бы хотелось иметь какой-нибудь домик и 3 сотки. То есть, в принципе, сейчас еще можно успеть вообще когда цены скаканули, или уже все, уже не успеть? У нас есть определенные, наши партнеры, заказчики, они еще, у нас есть цены сдерживают. Пока еще не сильно так поднимают, но 10-15% уже заметно. Ничего себе. Поэтому не откладывайте. Лучше, знаете, здесь и сейчас. Я хочу, знаете, вам сказать, что я сапожник без сапог. Я сейчас тоже быстро хочу один домик приобрести для родителей. Я очень капризная и к этому подхожу моменту тщательно, выбираю все, для себя. И мне нужно клиенту, чтобы он сказал: Лен, спасибо, молодец. Меня дальше порекомендовал. А вас Елена зовут? Да. Очень приятно, меня Евгений.
Так. Я, знаете что, я вам оставлю свою визитку, Так. потому что, да, я сейчас уже как бы номер там не найду, и поэтому вы, если что, надумаете, звоните. Спасибо вам большое, Елена. Я думаю, что я надумаю позвонить. Даже Хорошо. если не надумаю. Даже если что? Даже если не надумаю, какой дом я хочу купить, я все равно вас наберу. Спасибо. Буду Да. ждать. Хорошо. Ну, конечно, лучше совместить Приятное сразу. с полезным, Да. я понял. Вы молодец. Давайте Тут я пожму вам руку. тут вы сразу и видно дом, коммерческую и Лена. хватку. Да. Это хорошо. И дом, и Лена, это прям то, о чем я мечтал всю свою жизнь. Ну, вашу покупку мы поужинаем. Да. Да, мою покупку мы поужинаем. Я вас услышал. Да. Хорошо. Это просто великолепно, я бы сказал даже. Хороший день сегодня, я чувствую, будет. Он начался очень неплохо. Да, я И- тоже, кстати, заметила. Да. Обычно садишься и немного, ну, как бы... Грустно? В основном я в телефоне постоянно разговариваю, и как-то не получается разговаривать с водителем. Не получается разговаривать с водителем. Но у нас сегодня хороший разговор получился. И вы очень, я уже сказал, красивая и прямо подняли мне... Да? Да. Вот. Спасибо, столько Наш комплиментов офис, да. я прям не ожидала. Ну все, я прилетела. Спасибо вам большое. Да, приятно было познакомиться, пообщаться. Так, по поводу Так, тарифа. а у вас, вы можете, если хотите, меня отблагодарить, хотя я не очень хотел бы, Чаевыми? чтобы... Да, вы можете просто у вас безнал закинуть там на чай. Да, окей, без проблем. Окей? Все, Евгений, Спасибо, хорошего счастливо. дня, До свидания. Ох, что ж я, друзья мои, и Лену, и дом. Вот как. Не бойтесь общаться, друзья. Вот люди, которые работают в такси, все спрашивают, ну как у тебя, вот что, как. Не бойтесь общаться. Вы же можете прочувствовать, например, даже если человек вроде как и не общительный сел, вы чуть-чуть так потрогали его словесно, да? И если чувствуете, что он дает обратную связь, так общайтесь обязательно. Можно очень много полезной информации, полезных знакомств. Жену, в конце концов, найти можно. Те, кто девушки таксуют, мужа найти можно. Так реально можно сделать, понимаете? Люди сами к вам идут. Они садятся рядом с вами и, знаете, вот в самолетах, поездах. Хочешь, не хочешь, но вот ты общаешься с людьми, которые находятся рядом, которые ворвались в твое личное пространство, понимаете? Посмотрите, какая девушка, красавица, бизнесвумен, без мужчины. Это просто находка, понимаете? Вот каких вершин надо добиваться в жизни, ставить гиперцели. И тогда в сухом остатке получится то, что получится. Девушку, это хоть сегодня не свидание было, но я вот хочу очень, чтобы вы мне прям оценочку дали, девушку на оценочку. Мне кажется, что не просто 10, а 11 баллов, да, потому что, ну, действительно, мы сейчас наблюдаем картину совершенно другую. Все хотят запрыгнуть на елку съесть, да, господи, и рыбку съесть, и на елку сесть. Вот, ничего не делать и получить максимум, скажем так, выгоды. Но видите, как девушка сказала, время пустышек уходит, и приходит время деловых людей. И это круто! Ребята, это очень-очень круто и здорово. Я всем желаю найти себе всего то, чего вы сами хотите. Гнилые, плохие, стрёмные времена пройдут. У нас, если вы заметили, все по циклу. Давайте там с конца СССР, 85-й год. Перестройка, 91-й развал, 98-й деноминация, 2008-й мировой кризис, 2014-й с Крымом замес, 2022-й Донбасс. У нас раз в 6-10 лет происходит жопа какая-то, которая отражается на конечном потребителе, на нас с вами. Много можно говорить про макроэкономику, про макрополитику и так далее, про передел сфер влияния. Но в любом случае, вот мне кто-то может плюнуть в меня, там, да, и сказать, там, ты там вот не думаешь о глобальном. Да я, может, и думаю о глобальном, но в тот момент, когда, извини меня, у меня своя жопа как-то находится в каком-то нормальном месте. Понимаете? А не постоянно ты чего-то добиваешься какой-то истории, потом у тебя все обрывается. Потом ты добиваешься, все обрывается. Короче, к чему я это? Я всем желаю пережить плохие времена и, соответственно, выстрелить, да, потому что, как правило, все-таки от дна можно оттолкнуться. Пишите девушку на оценку, я поехал работать. Пока-пока.